Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу об истинном смысле инцидента с плакатом на Первом канале. 14 марта 2022 года во время выпуска вечерних новостей на Первом канале произошел довольно странный инцидент. Прямо за спиной ведущей программы «Время» Екатерины Андреевой появилась девушка с антивоенным плакатом. Она начала выкрикивать лозунги, перебивая ведущую. Трансляцию из студии заменили на подготовленный сюжет лишь через несколько секунд. Таким образом, содержание плаката какое-то время показывалось многомиллионной аудитории. Давайте попытаемся разобраться, был ли данный инцидент случайностью и в чем заключается его истинный смысл. Девушкой с плакатом оказалась редактор Первого канала Марина Овсянникова. Она родилась в Одессе в 1978 году. Мать Овсянниковой русская, отец – украинец. Марина начинала свою карьеру в качестве ведущей выпусков новостей на ГТРК «Кубань». В 2002 году девушка переехала в Москву, вскоре после чего устроилась работать на Первый канал. К своему выходу в эфир с плакатом Овсянникова тщательно подготовилась. Накануне женщина записала видеообращение, в котором объяснила свой поступок. Это видео появилось в соцсетях одновременно со скандальным эфиром программы «Время». В своем обращении Марина открыто выступила против действий президента России. На него же она возложила ответственность за все происходящее в стране и в мире. Женщина сказала, что мечтает о прежней дружбе между Россией и Украиной. Мой отец украинец, моя мать русская, и они никогда не были врагами. Далее в своем обращении Овсянникова напрямую рассказала о принципах работы Первого канала. К сожалению, последние годы я работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой. И мне сейчас очень стыдно за это. Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей. Марина сделала акцент именно на кремлевской пропаганде. Однако наивно полагать, что на Западе с экранов телевизоров вещают правду. Средства массовой информации любой страны работают таким образом, что людям преподносится лишь то, что им нужно знать с точки зрения власти. В конце своего обращения Овсянникова упомянула Навального, а также призвала народ выходить на улицы. Таким образом, женщина полностью поддержала идею госпереворота, активно навязываемую Западом. В целом, инцидент с плакатом на Первом канале больше похож на постановку. Во-первых, во время эфира в студии не должны присутствовать посторонние люди. Охрана каждый раз тщательно проверяет всех работников канала. Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Евгений Кочергин по поводу инцидента сказал следующее. «Когда я вел «Время», то несколько десятков лет ходил мимо одного и того же милиционера, но он все время делал вид, что не знает меня, и требовал показать пропуск при входе в студию. Хотя прекрасно понимал, кто я и что там делаю. Но я не обижался, таковы были требования безопасности. Никто из посторонних в студию проникнуть не мог. Во-вторых, даже если Марина Овсянникова в силу своего служебного положения могла находиться в студии во время прямого эфира, вряд ли никто из сотрудников и охраны не заметил у нее в руках огромный плакат, пусть даже и в свернутом виде. В-третьих, когда Овсянникова уже встала с плакатом за спиной Андреевой, никто даже не попытался ее остановить. За женщиной не бежала охрана, а эфир не прервали мгновенно. Наивно полагать, что сотрудники Первого канала не подготовлены к внештатным ситуациям. На случай любых сбоев у каждого из съемочной группы есть четкая инструкция. К тому же новости выходят в прямой эфир с отставанием в несколько секунд. Именно этот временной задел в случае заминок позволяет скорректировать программу, чего не сделали операторы. Таким образом, Овсянниковой с плакатом намеренно позволили какое-то время быть в эфире. В-четвертых, очень странной была реакция на инцидент Екатерины Андреевой. Ведущая даже не оглянулась, а голос ее не дрогнул ни на секунду. Создавалось впечатление, что все происходящее нисколько не удивляет телеведущую. Чуть позже на своей странице в Инстаграме, который, кстати, к тому времени уже был заблокирован в России Роскомнадзором, Андреева записала видео с комментарием случившегося. Я вам говорила, стой как скала. Что бы ни случилось, стой как скала. Откуда у меня такая выдержка? Сегодня она мне понадобилась. Из йоги, из тайцзицуань, из сердца. Стой как скала. Таким образом, свое спокойствие ведущая объяснила выдержкой. В конце видео Андреева положила руку на сердце, продемонстрировав таким образом масонский жест верности.
Из всего перечисленного следует вывод о том, что инцидент в программе «Время» скорее всего был заранее спланирован. Теперь осталось разобраться, кто и для чего это сделал. Так как мы видим слаженную работу всей съемочной группы, начиная от самой Овсянниковой, заканчивая операторами и Екатериной Андреевой, логично предположить, что команде Первого канала указание поступило с самого верха. Кому-то определенно было выгодно, чтобы данный плакат появился в эфире. Самым простым вариантом может быть подкуп со стороны Запада. Цель всего этого – очередная дискредитация России в глазах всего мира. Западные СМИ моментально отреагировали на демарш Овсянниковой. Стоп-кадр скандального эфира попал на обложки западных газет, а лидер Украины Владимир Зеленский лично поблагодарил журналистку. Однако с учетом того, что управление всеми глобальными событиями в мире идет из единого центра, смысл инцидента с плакатом может быть совершенно другим. Цель выходки Овсянниковой может состоять в том, чтобы настроить людей на свержение в России действующего режима. В головы людей, привыкших верить телевизору, поместили идею о том, что им врут. Развившись, эта идея может перерасти в полное неприятие власти и желание бороться с ней. Это подтверждает видеообращение журналистки, которое теперь активно распространяется в соцсетях. Если подобное действительно произойдет, в стране начнется хаос, сопровождающийся разрушениями и гибелью людей. Все это создаст мощный выброс энергии, за которой охотятся темные сущности. Таким образом, призывы Овсянниковой могут быть направлены на разрушение страны изнутри. Причем дело здесь не в борьбе России и Запада, а в желании теневых правителей мира стравить между собой людей. В то же время плакат Овсянниковой может быть своеобразной насмешкой над народом. Зрителям открыто показали, что на федеральных каналах нет правдивой информации. Однако большинство, как ни в чем не бывало, продолжили смотреть так называемые новости. По последним данным, за появление в эфире программы «Время» с антивоенным плакатом Овсянниковой присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Причем выписали его даже не за сам плакат, а за видеообращение с призывами выходить на улицу. Таким образом, несогласным с официальной властью людям словно дали команду для старта. Им показали, что за подобные действия ничего не будет, а значит, можно смело выражать свое мнение. Если в итоге журналистка так и не получит серьезного наказания, это будет еще одним подтверждением того, что все было заранее спланировано и имело конкретные цели. Таким образом, выступление Марины Овсянниковой с плакатом в эфире Первого канала вряд ли было криком души отчаявшейся журналистки. Данный инцидент может быть своеобразной подготовкой народа к смене действующего режима, а последствия этого поступка проявятся уже в ближайшем будущем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.